Добрый вечер. Всем привет из солнечной Норвегии. Сегодня мы поговорим о семи самых емких значениях семерок, младших арканов Таро. Семерки в Таро — это карты внутреннего вызова и внешней нестабильности, в которых человек сталкивается с усложненной ситуацией. Это выбор, испытание, необходимость проявить свою волю, стратегию или осознанность. И если шестерки, о которых мы с вами говорили на прошлой лекции, символизировали восстановление и взаимодействие, то семерки — это интенсивное индивидуальное напряжение. И именно здесь ключевым становится умение распорядиться мощной стихией масти. Много огня, много эмоций, много мыслей или много материи. Как именно это множество стихий помогает нам понять, с чем именно столкнулся главный герой нашего расклада. Давайте разбираться, это на самом деле несложно. Но перед тем, как мы перейдем к лекции, коротко для тех, кто первый раз на этом канале. Меня зовут Пан Роман, вот уже 25 лет, как я интересуюсь картами Таро, и 14 из них я практикую как консультирующий таролог. Последние 5 лет профессионально преподаю Таро в своей школе. Добро пожаловать на канал, если вам интересно Таро, присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, вы сами лучше меня знаете, что нужно делать на YouTube. Этот эфир — часть большого плейлиста «7 значений Таро». И если вам эта тема интересна, вы хотите продолжение, дайте знать, пожалуйста, в комментариях и лайком. Так YouTube поймет, что это в самом деле хорошая тема и поможет продвигать эти видео. Сейчас с этим, как вы понимаете, небольшие сложности. Ну и давайте начинать, да? Собственно, по семеркам. Начнем мы традиционно с семерки Пентаклей, просто так уж сложилось, в этом нет особого какого-то скрытого смысла. Дело в том, что ну, в конце концов надо начинать с какой-то стихии. Давайте начнем со стихии Земли. Семерка Пентаклей — знакомый нам сюжет, одна из самых таких известных карт младших арканов. Человек, оперев руки на мотыгу, стоит, то ли отдыхает, то ли ждет каких-то результатов, и на самом деле без понимания того, что несет в себе значение этого символа, достаточно сложно разобраться, чего же он тут ждет. Он просто отдыхает, либо ждет результатов, либо и то, и другое вместе. Ну вот давайте поговорим. 7 основных значений, самых частых, самых часто употребимых, скажем так, я постарался дать вам в емкой форме, которая позволит вам понять суть этих самых семерок. Ну и соответственно, одно из самых важных значений — это ожидание плодов, то есть результатов какой-то вашей работы. И действительно, мы видим не начало какой-то сельхозхозяйственной деятельности, мы видим уже где-то середина этапа, где, скажем так, плодов еще особо нет, но цветочки уже имеются, да, в виде пентаклей. То есть мы примерно понимаем, что и как у нас с вами будет происходить дальше. В общем и целом мы ожидаем плоды, мы получаем некоторые результаты. Да? Напомню, что стихия Земли у нас с вами тесно связана с материальным аспектом, то есть с наличием чего-то в нашей жизни. То есть есть. Присутствует. Реально материально, значит, это и есть стихия Пентаклей. Для того, чтобы понять, что за плоды у вас выросли, да, они еще, может быть, не зрелые, может быть, это только цветочки, ягодки будут потом, но тем не менее, какие-то цветочки уже есть. То есть прогресс налицо, прогресс имеется. Не окончательный результат, но, по крайней мере, прогресс, который мы можем оценить. Это еще одно из значений этих арканов, да, семерок, это оценка прогресса. И, соответственным образом, исходя из оценки этого прогресса, мы с вами можем выстроить какие-то цели, к которым нужно двигаться. Да? То есть что-то получили, поняли, хорошо или плохо, да? Отделили зерна от плевел и двигаемся дальше в соответствии с тем, что у нас там с вами получилось вот сейчас на данном этапе. То есть это определенного рода такой промежуточный как бы результат, но тоже результат. Да? То есть, в принципе, эти плоды уже можно собирать по чуть-чуть, но, допустим, не все, а только те, которые спелые. Те, которые незрелые, еще нам нужно подождать, пока они дозреют, скажем так. Вот у нас один из этих плодов, он как бы отделен, да, это может быть сорняк. Если выросло не то, что нам нужно, умение отделить нужного от нет нужного. Либо наоборот, это может быть уже спелый фрукт. Мы его отделяем от еще не созревших. Либо это может быть гнилой, испорченный уже фрукт, и чтобы
он не заразил нам остальные фрукты гнилью, да, остальные плоды, да, мы его удаляем как ненужное что-то. То есть это умение выделить из множества, выбрать нужное из множества, выделение сути процесса, да, то есть зачем мы вообще этим делом занимаемся, чтобы получить там какой-то результат, да, заработать денег, вступить в отношения, завести семью, родить ребенка, построить дом, как это, посадить дерево, да, какое именно дерево, какой именно дом, да, от кого именно ребенка, скажем так. То есть мы должны выделить нужное, правильное, отделить правильное от неправильного, выделить нужное из множества, да. Если за вами, допустим, ухаживают 7 мужчин, вы не спешите с выбором, скорее всего. Это неспешное, медленное действие. Нужно выделить самого главного, самого нужного, самого перспективного. Да, тут отсутствует, ну, не то чтобы отсутствует, тут фокус внимания не столько на романтике, сколько на прагматичности, потому как семерки у нас по пентаклям это достаточно прагматичные плоды, да, то есть то, что можно взять в руки, как-то оценить. Романтику нельзя оценить, нельзя взвесить, да, а вот внешнюю красоту, да, то есть, соответственно, понимание того, какими будут дети от этого человека, либо красивость пиджака, да, дорогой пиджак или недорогой. Он его в секонд-хенде взял или, наоборот, пошил у известного кутюрье, да, то есть мы как бы выделяем суть, что это за человек, успешный он с точки зрения пентаклей, с точки зрения материального мира, либо, ну, такой себе, да, как есть такое слово не очень приятное, нищеброд, да, вот умение отделить тех, кто не даст вам нужного результата, от того, единственного, кто даст тот самый нужный для вас результат. Звучит, в самом деле, прагматично, но мы с вами рассматриваем только одну из 4 стихий по семеркам. А правильное взаимодействие с человеком у нас происходит сразу по всем 4 стихиям. Поэтому тут важно не забывать. В раскладе эта карта выпадает, если важен именно этот аспект, а не другие. Вернемся к сути семерки Пентаклей. Это неспешное, медленное действие. Да? Человек в самом деле не выглядит бегущим куда-то, волосы назад, там растрепался, весь такой. Нет, он стоит, выжидает чего-то. Выжидает результатов, выжидает понимания того, кто же из 7 претендентов проявит себя наилучшим образом, скажем так. Меркантильненько, но ничего не поделать, такая стихия. То есть, в общем и целом, мы можем сказать, что это некая пауза в процессе. И она действительно нужна для того, чтобы, знаете, как такие вопросы, гражданин посол, с кондачка не решаются, да, нам нужно оценить последствия, нам нужно как бы посовещаться с товарищами, а потом уже договариваться о чем-то там, да. Вот, так что, в принципе, как негатив этой карты, все вот те процессы, о которых мы с вами говорим, да, вот та самая меркантильность, умение выделить, умение посмотреть на практическую сторону вопроса, медлительность и прокрастинация определенного толка, да, это вот и есть негативное значение этой карты. Не то чтобы оно одно. В принципе, каждое из этих значений, если мы понимаем, что нам нужно действовать быстро, а мы должны ждать плодов. Если нам хочется просто действовать, да, а мы должны оценивать прогресс и цели. Если мы хотим уже результат, а у нас только промежуточный результат, да. Если нам хочется все, а нам говорят, нет, подожди, нужно выбрать одно из множества. Если нам хочется побыстрее, а нам говорят, не спеши, не торопись, замедлись чуть-чуть, чуть помедленнее кони, да, то и получается такая пауза в процессе, которая, может быть, вам не очень нужна, не очень приятна, не очень ко времени, но вот она есть. Хочется, не хочется, да, как говорится, а надо. Вот вам суть семерки пентаклей. Земля — это, да, в самом деле медленная стихия. Так, что там по вопросикам? Напомню, что когда мы записываем с вами вот эти эфиры, да, можно задавать вопросики в эфирах. Вот, допустим, Макмартер, сложный никнейм Таро. Добрый день. Сегодня с утра появился вопрос связать семерку мечей с 8 мечей. Подумала, что совершив некий поступок, приняв решение по семерке, человек делает хуже. Ведь дальше 8, которая не легче. Ну, каждая последующая карта, она не легче. Она усложняет, да, вверх идти сложно. К развитию стремиться всегда сложно. Так что тут как ни крути, а вот, собственно, как есть, так есть.
О восьмерках будем говорить на следующей лекции, так что подписывайтесь, ставьте лайки и вот это вот все. Так. Продолжение хотим все. Ну, если хотите все, то ставьте все лайки, да, а то смотрит народу много, а лайки ставят 1/10 только. Так, ну что, негатив семерки пентаклей. Лев, добрый вечер, хотел сказать по привычке, добрый день. Ну, да, по семерке пентаклей негатив, как я уже вам перечислил только что, да, это вот все те же самые значения, только в неподходящий для вас момент, скажем так. Может ли семерка пентаклей означать, что человек испытывает неприятные телесные ощущения или эмоции? А что ж тут неприятного-то? Где вы видите что-то неприятное? Нет, он ожидает. Ну, допустим, если он торопится, если он торопливый, если он живчик с электромоторчиком в одном месте, да, шило, да, вот колет, все время нужно двигаться, а ему говорят, посиди, подожди. Вернее, даже не посиди, постой, паровоз, не стучите колеса, да? То, конечно, может быть, ему так и неприятно стоять. Да что ж такое, да когда ж мы уже пойдем, когда ж уже вот созреет. Знаете, это вот дети, когда вот они им говорят, через час пойдем там в зоопарк или в аквапарк или там еще в какой-нибудь парк, да, и они вот сидят, смотрят на эту минутную стрелку, она медленно движется, они понимают, о боже, как медленно, надо же быстро. Вот возникает ли у вас неприятное телесное ощущение? Ну, такое. Я бы не придавал особого значения именно неприятным телесным ощущениям по этой карте. Неразделенная любовь по семерке пентаклей. Почему? Почему? Скорее умение отделить нужную любовь от ненужной. Роман, непривычно смотреть прямой эфир днем, случайно залетел. Прямые эфиры у нас обычно по вечерам, ну вот сегодня такой день. Я вот и думаю, с утра, в принципе, неплохо заходит именно запись эфиров. Может быть, с утра будем записывать такие функциональные эфиры, да. А в пятницу вечером у нас стандартно, где-то в 6-7 вечера у нас с вами теплый ламповый эфир, как я это назвал, с чьей-то легкой подачей, да. Вот. И сегодня в пятницу тоже будет вот этот самый теплый ламповый эфир. Я еще пока не придумал тему, но какая-то тема будет. Хорошо, движемся дальше. А, Со стихии на стихию перешли, да, давайте. Семерка жезлов. О чем у нас речь идет в семерке жезлов? В семерке жезлов у нас с вами речь идет о том, что человек схватился за свой жезл и отбивает нападки на него снизу. Да? То есть, на самом деле, если мы просто озвучим то, что мы видим на карте, просто озвучим вслух, нам уже как-то становятся интересные различные пласты. Да? Где-то там есть значение слова снизу, есть значение схватился за свое желание, за свой жезл, да, отстаивает свое. Вот давайте посмотрим. Первое, конечно же, это защита своей позиции, своих желаний. Это одно из самых стандартных значений в этой карте Таро, однако оно действительно является очень рабочим в силу того, что визуал очень яркий, очень эмоциональный и отзывается достаточно понятно. Тут ясно, что автор хотел показать своим произведением, да, то есть у вас есть некое что-то, так как у нас с вами стихия жезлов, это что-то, скорее всего, ваше желание, да, желание основывает вашу позицию, да, то есть позиция это, скажем так, совокупность ваших желаний, ваших точек зрения при достижении определенных целей, да, то есть фокусировка на цели у нас с вами присутствует. Почему? Потому что вы сфокусировались на одной цели, и несмотря на все те желания, которые, может быть, у вас возникают изнутри, да, ваше личное, ваше собственное, смена желаний, да, вот хочется одно, потом хочется другого, да, но по семерке жезлов нам нужно выделить одно желание, основное, главное, и фокусироваться на этом желании, которое в отдаленной перспективе, да, в какой-то стратегической перспективе, все семерки говорят о том, что мы должны уже думать наперед. Мы должны из этого желания делать цель, да, то есть мы должны взять одно и то же желание и строго придерживаться его, да, у меня есть мысль, я ее думаю, как боксер, да, вот, и соответственным образом мы сфокусировались на цели, у нас возникает что-то еще, нам звонят, нам пишут, нас дергают, нам говорят, идем гулять, нам говорят, не идем гулять, ну вот у нас есть цель, нет, отойдите, не мешайте, да, я занят, перезвоните попозже. Вот это семерка жезлов.
лидерство, то есть когда одно из желаний у вас является главным, да, оно как бы нас ведет к чему-то. Английское lead, да, вести, следовать за кем-то, да. Это ну, в контексте следовать за кем-то. Кто-то кого-то ведет, да. Мы идем за своим желанием. Желание ведет нас. Вот то лидерство, оно проявляется обычно под давлением снизу. То есть неважно, кто это. Если это какой-то рабочий коллектив, то это, возможно, ваши подчиненные, которые на вас давят. Там, дай больше зарплату, там, сократи рабочий день, да. Мы хотим не пятидневную рабочую неделю, четырехдневную рабочую неделю. А у вас есть желание, чтобы люди работали, приносили вам прибыль, и, соответственно, вам будет что им заплатить в виде зарплаты, да, поэтому вы отстаиваете свое желание. Нет, давайте все-таки я буду решать, кто главный, да, вот у меня есть цели, получить прибыль, выдать вам зарплату, я понимаю, что вам работать не хочется, вам хочется только там отдыхать, веселиться, да, на работу там приходить мало ли зачем. Вот нужно уметь лидировать при давлении снизу. Неважно, это ваше собственное желание, либо это желание тех, кто находится ниже вас по рангу, по статусу, там, умение там удерживать своих детей от того, чтобы они ели только сахар, или умение удерживать своих 6 собак на поводках, да, чтобы они не жрали на улицу всякую гадость, да, вот вам нужно идти на прогулку, вы их всех за собой тащите, хотя они вас растаскивают в разные стороны. Все время неким образом, как это сказать, претендуют на власть. С другой стороны, если вы понимаете, что давление снизу это тенденция, да, или тенденция, кто как произносит, то в общем и целом с этой тенденцией что-то надо делать. То есть это тот самый извините, сложное слово, конформизм. Конформизм, который давит на всех лидеров, либо на всех руководителей, да, и вы понимаете, что если вы выступаете против сплоченной бригады рабочих, которые не хотят работать, а хотят праздновать там какое-нибудь 1 мая, да, или еще что-нибудь такое. Вы говорите нет. То есть вы выступаете против общего течения. Это нонконформизм, это оппозиция, да, общей широкой массе желаний. Потому что 6 больше одного. Соответственно, ваше умение не сломаться, не прогнуться под общим желанием, да, и говорит о том, что вы не такой, как все. Все вот такие, а вы другой. Определенным образом это сразу же записывает вас в позицию. Вот такие дела. С другой стороны, если вы чувствуете себя не таким, как все, отстаиваете свое желание, а я считаю, что вот это фильм ерунда, да, вот все смотрят, допустим, там, я не знаю, что, там какого-нибудь Железного Человека, либо Капитана Америку, либо еще там что-нибудь такое, да, вот, а вы вот не смотрите. Все смотрят «Звездные войны», а я такой, фу, а я против конформизма, а я вот не буду смотреть из принципа. Все смотрят, а я не буду, да, вот такой снобизм, а я не хочу. Вы держитесь за свое желание чисто, исходя чисто из того, что это вот ваше желание. И оно не должно быть таким, как у всех, допустим. И возникает определенного рода высокомерие. Это и есть вот то самое умение держаться за свою позицию, за свое желание, но уже исходя не из какой-то цели, а исходя из самого принципа, да, то есть смысл пропадает, остается только действие. И таким образом карта становится негативной. То есть, с одной стороны, вы сфокусированы на своей цели, а с другой стороны, если она не очень умная, да, а все вам говорят, ты что, дурак? Ты куда идешь? Там плохо. А я вот хочу. Ну, хочешь, иди, ладно, пожалуйста, на здоровье. То есть, если сноб не хочет замечать каких-то очевидных вещей, с ним себя и ведут, в принципе, так, как он того заслуживает. То есть, с одной стороны, если как позитив мы эту карту воспринимаем как упорство, это основное значение этой карты, то то же самое, только в негативе, это упрямство. И упорство и упрямство, если вы сравните эти два слова, то вы поймете, что это в принципе одно и то же. То есть это в принципе одна и та же карта Таро. Только в негативе. Упорство становится упрямством. Вот вам и разница между позитивом и негативом карты.
Лев пишет: «Семерка жезлов — это как отстаивать свою проделанную работу, когда идут попытки обесценить тебя, твою работу». В принципе, да. После, того, как, ну вот, после того, как я прочитал, когда идут попытки, да, все. Если кто-то уже против вас что-то пытается, это уже семерка жезлов. Да, это не столько противостояние, сколько умение отстоять то, что свое. Будь то работа, будь то желание, да, вот, допустим, вот вам хочется там, выбрать себе правильного мужчину мечты, да, а к вам там пишут всякие турки в чатик, да, в приват, да, там пишут и пишут, пишут и пишут. И все вроде бы разные, но все хотят одного. А вы не хотите, вы не такая. Вы вот ждете трамвая, может быть. Ну, то есть того самого рыцаря на белоснежном трамвае. Вот и все. Нужно уметь добиваться своего. Упорно. Для кого-то это выглядит: чего ты такая упрямая? Вот я не упрямый, я упорный, я жду вот своего. Вот как-то так. Пришло на ум, а Баба Яга против. Да, 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 Наталья. А почему? А почему? А потому что, да, вот. А быть не такой, это хорошо или плохо? А? С другой стороны, если все конформисты, если все ходят одинаковые серенькие, а вы такая вот яркая, креативная личность, то это, понимаете, это уже как бы вроде бы и хорошо быть не таким, как все вот эти скучные, унылые. Да, и все говорят: нет, тоже надо быть скучным, унылым. Умение отстоять свое. Окей. Это работает, когда ты прав, пишет Олег. Нет, это работает, если ты действительно умеешь быть упрямым или упорным. А прав ты или нет, это, знаете, это такое, это уже не суть важно. Елена Синяева пишет: вы молодец. Абсолютно согласен с этим утверждением. Подойдет ли к семерке жезлов значение корректировка? Спрашивает Дом Лилит. Почему? Что он там корректирует? Он там что-то? Почему корректирует? Кто там что, кого корректирует? Он отстаивает свое. Это скорее упрямство. Упрямство и уточнение, корректировка — это, ну, вряд ли похоже. Не те вайбы, скажем так. Хорошо, давайте двигаться дальше. Одна из самых таких контроверсивных карт, да, это семерка мечей. И сразу по ней там идет негатив, сразу все говорят: это жульничество, обман, там манипулирование и прочие страшные слова, которые в принципе имеют под собой почву. Но давайте посмотрим, почему и действительно ли все так плачевно в этой семерке мечей. Во-первых, что мы с вами видим на карте? Давайте пока вот так покажем. На карте мы с вами видим человека, который крадется, как та самая мышь из мема, да? А что же он крадется? Потому что он украл мечи во вражеском стане. Да? То есть что у нас на заднем плане? На заднем плане у нас военные рыцарские шатры, там солдаты сидят в дозоре, там вечером. Почему вечером? Ну, потому что вечером обычно крадут, да, и крадутся обычно в потемках, да, либо в сумраке. Вот сумрака тут у нас нет, у нас тут есть скорее золотой фон, который, как писал Уэйд, является свидетельством благородности намерений. И, допустим, так оно и есть. То есть 5 мечей он украл, 2 нет, несет он их странным образом, держа за лезвие, да, что тоже как бы вроде бы, кажется, не очень умно. А с другой стороны, как нужно держать за лезвие? Если вы держите нож за лезвие, как вы держите его? Сильно? Или так аккуратненько, осторожно, чтобы не пораниться? Вот, во-первых. То есть, а почему бы он, вернее, давайте так спросим, почему он крадет? Раз у него благородные намерения, да, у этого благородного Дона, что же он крадет-то? А может быть, он понимает, что он слабее, да? И единственный способ избежать кровопролития, да, это украсть оружие, лишить противника основных аргументов, да, заранее хитростью. Потому что воровство — это, конечно, нечестное, не прямые действия, а хитроумие и изобретательность мы с вами видим на этой карте. Как выиграть битву, не пролив ни капли крови ни своей, ни вражеской, да?
солдатской смекалкой и изобретательностью заслать диверсионную группу и выкрасть нафиг все оружие. Причем действовать нужно аккуратно, осторожно, потому что их больше, они сильнее могут навалять, если увидят. Так что да, это скрытые действия по этой карте. Действия аккуратные, действия осторожные. И когда вы видите эту карту в раскладах, будьте уверены, действовать нужно аккуратно, осторожно, и подразумевается некая скрытность. Может быть, с вами себя ведут скрытно, не всю правду рассказывают, да, не вся информация извлечена из урока. Либо это вы должны действовать аккуратно, осторожно, так, чтобы вас не заметили, да. Может быть, вы кому-то хотите сюрприз сделать, да, и как вы будете проносить сюрпризный торт, да, на работу, чтобы главный бухгалтер, для которого вы делаете сюрприз, да, не заметила в открытые двери, с которыми она следит там за деятельностью фирмы, да, как вы проносите торт на рабочую кухню. Вам придется красться, действовать скрытно. Для этого еще нужно что-то придумать, изобретательно, да? Как-нибудь там ваша коллега может постучать в окно бухгалтерии, чтобы главный бухгалтер отвернулась, а вы так раз, 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 раз и пронесли торт на кухню. Зачем? Чтобы украсть торт? Нет. Для того, чтобы сделать сюрприз, да? То есть, понимаете, действия это могут быть какие угодно. И если это действия злонамеренные, да, то, конечно, карта будет показывать негатив, обман и мошенничество. Это тоже одно из основных значений этой карты. Но самое главное значение — это хитроумие и изобретательность. Обязательно какие-то скрытые действия до поры до времени, аккуратность и осторожность. Более того, смотрите, 5 мечей он унес, а 2 не смог. Ну, рук не хватило. Да? То есть что-то получится, что-то нет. Поэтому нужно понимать, что из ваших действий должно быть главным. По этой карте нужно выделять главные, нужные действия. Для этого, само собой, нужно иметь стратегическое мышление. Карта на это тоже намекает и говорит, что если ты понимаешь, что все ты не сможешь сделать, сделай главное. То, что на самом деле нужно. Почему? Потому что 7 это много. Много действий, это много мыслей, это много возможностей, это много вариантов действий. Да? Какие варианты выбрать? Ну, самое главное, те, которые приведут тебя к гарантированному результату. А какие-то второстепенные, ненужные, ну, оставим, пусть там это самое, пусть лежат. Да? Когда грабитель выносит из банка деньги, мешки с деньгами, он же будет брать крупные купюры, мелкие оставит. Потому что мелкие это не главное, главное это крупные, да. Если вы какие-то хитрость какую-то, изобретательность некую проводите в жизнь, вы же стараетесь сделать именно то, что нужно, а не то, что не нужно. Хотя да, внимание человека чаще всего обращено вот на то, что он не смог сделать. Кажется, эх, вот если бы я вот унес, вот все, вот было бы прекрасно. Ну, с другой стороны, что есть, то есть. Если у тебя получилось, уже хорошо. Так что карта рекомендует уходить от прямых действий, маневрировать, действовать хитроумно, изобретательно, скрытно, аккуратно и осторожно. А для того, чтобы это принесло свой результат, нужно выделить главное в ваших действиях. Именно так действуют, заметьте, мошенники и обманщики. Ну и честным людям, если приходится действовать скрытно в какой-то ситуации, не всегда же можно действовать открыто, да? Нужно вот это все уметь. И таким образом мы не можем с вами понять, а где же тут позитив, где негатив. Да нет никакого позитива, негатива. Но если ситуация однозначно негативная, если вам звонят из банка и говорят, понимаете, нужно срочным образом продиктовать цифры вашей карты, и там еще 3 циферки на обороте, и все-все-все нужно, да, то, скорее всего, вы должны действовать аккуратно и осторожно, потому что, возможно, это какие-то скрытые действия, и вас просто-напросто обманывают. Вот как-то так. Военная хитрость всегда поощрялась, пишет Елизавета. Ну, абсолютно, абсолютно. В этом и есть смысл, да, что вроде бы с одной стороны это нечестно, не по-рыцарски. По-рыцарски это выехать лоб в лоб и как бы лбом биться в эту стену, пока как бы либо не проломишь стену, либо не убьешься. Ну вот, вот такие дела.
Елизавета пишет, это карта сетевого маркетинга. Почему? Почему именно сетевого маркетинга? Семерка мечей, пишет Лев. Покупаешь телефон, и тебе предлагают тысячу ненужных дополнительных опций, заговаривают зубы, утверждая, что это нужно и важно. Ну, как бы, да, есть такое. Да, то есть, как бы хитростью аккуратно вам пытаются впарить то, что не нужно. И тут очень важно выбрать что-то нужное. Мария Калина пишет, семерка мечей — это умение пройти сквозь струйки дождя, не промокнув, выйти сухим из воды. Ну, скажем, да, аккуратность и осторожность об этом тоже говорит. На чешском языке хитрый означает умный. Хорошо. Ну, как бы да, в этом что-то есть, да. Хитроумный, хитрый, умный. Просто хитрый у нас всегда имеет такой оттенок эмоциональный, да, и соответственным образом там, где ум пересекается с эмоциями, всегда возникают какие-то такие вот моменты не очень понятные, порой не очень приятные. Ну, что поделать. Так, ну что, и еще одна семерочка на сегодняшний эфир. Семерка кубков, одна из самых идиозных карт, опять же. Все говорят, ой, это иллюзии, 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 да, и как бы все, человек пребывает в иллюзиях. И все на этом, да, то есть как бы дальше у других тарологов почему-то запас значений иссякает, да, ну, давайте посмотрим. Во-первых, что мы с вами видим на карте? На карте мы с вами видим 7 разных кубков, вернее 7 одинаковых кубков с разным наполнением. Здесь у нас там и власть в виде замка на гранитной скале. Здесь у нас с вами и богатство, да, те самые золото-бриллианты. Здесь у нас с вами слава, которая, в принципе, умирает быстрее всего, да. Тут даже вот такой стилизованный черепок на этой самой, на кубке изображен, да, как бы слава меркнет быстрее всего. И некий дракон, который является символом излишеств всяких нехороших, как говорил Георгий Вицин в известном фильме. То есть это у нас с вами, скажем так, телесные мечты, устремления. В самом деле эмоции обычно, скажем так, показывают нам наши желания, да, желания в виде некой внутренней мечты, вот, которую мы испытываем. Три высшие ипостаси, да, если вам, скажем так, интересно более глубоко по всем этим семеркам пройтись, есть плейлисты, я забыл сразу сказать об этом, есть плейлисты на канале, да, по младшим арканам, поищите, не стесняйтесь. Там есть еще информация, достаточно много, еще больше информации у нас с вами присутствует на курсе «Грамматика Таро», которая, кстати, вот-вот стартует у нас с началом июня. Там, конечно, можно и просто запись приобрести курса, но люди говорят, интереснее участвовать в онлайне. Ну, не знаю, мне сравнивать не с чем. Я все время участвую в онлайне как преподаватель, поэтому сравнивать нет. Ну, если что, да, в ВКонтакте есть, в описании видео есть мои контакты, можете ко мне обратиться с вопросом по поводу того, что за курсы, как и что. Ну, там ссылочка есть, увидеть. Три верхние карты, давайте вернемся. Вернее, три верхних кубка. Это, скажем так, есть сложности с трактовкой, но тут у нас змея выступает символом мудрости. Лицо ангела, скажем так, является символом, ну, кто-то говорит, что красоты, да, прекрасности этого мира, да, идеальности этого мира, не столько материального, сколько идеального духовного мира, да. Ну и то самое сокрытое, сакральное, да, у нас с вами присутствует в самом главном центральном кубке. На это же указывает и знание. Знание тянется к этому самому сакральному. Таким образом, как бы Памела Колман Смит у нас с вами намекнула, да, что человек, если стремится к знанию, он обязательным образом, ну, возможно, это еще и любовь, если мы говорим вот об этой ангельской головке, да,
то ли женская, то ли просто ангельская, это красота и ум, да, мы к умным, либо к красивым, либо и туда, и туда. Конечно, лучше совмещать, и именно совмещение ума и красоты дает нам то самое божественное сокрытое. Но мы не будем сейчас углубляться в эту философскую тему, да. Давайте лучше поговорим о значениях, которые у нас обычно выпадают в раскладах реально. В реальных раскладах становится важным то, что мужчина видит все эти кубки как бы в таком тумане, как бы в облаке. Ну, то есть, именно отсюда идет значение иллюзорности желаний, иллюзорности мечт и прочих всяких вот этих эмоций, да, именно отсюда упрощенное значение, это как бы, ну, это просто вот иллюзии. Человек пребывает в иллюзиях. Давайте более внятно рассмотрим. Во-первых, это действительно множество эмоций, множество устремлений человека. Помимо желаний, человека куда-то тянет, исходя из его внутреннего чувствования правильности действия. Да, вот и есть та самая эмоция. Подсознательное ощущение некое, не физическое. Да? И по этой карте мы с вами можем понять, что человек находится действительно в некотором таком раздрае эмоциональном. Почему? Потому что тут множество эмоций, множество стремлений. 7 всегда имело отношение к множеству. Поэтому правильным действием с точки зрения Артура Уойта и Памелы Колман-Смит был выбор из множества ваших личных предпочтений. То есть человек должен определиться, что ему на самом деле нравится. Умные или красивые, богатые либо романтичные, да, уверенные в себе, либо тонкой душевной организации партнер, там, и еще что-нибудь такое, да, что вам хотелось бы видеть на работе, много денег, да, или наоборот интересный какой-то проект, вы хотите себя реализовать, либо просто продвинуться по карьерной лестнице, либо вам нужна власть, либо вам нужна спокойствие, уверенность, либо вы стремитесь к каким-то более этическим целям, да, там свобода ради там равенства всех живущих и прочее, прочее, прочее. То есть предпочтений действительно множество. Мечтать вы можете о чем угодно. Но по этой карте вам нужно выбрать действительно что-то одно. Иначе вы так и будете стоять, и все это будет для вас действительно только иллюзией. Пока вы не научитесь выбирать главное. Одно из основных значений этой карты — это умение выбрать главное стремление для себя. Умение выбрать главное в принципе, что вам нравится больше всего, что для вас является главным желанием, главным мечтанием, главным устремлением. Поэтому эта карта может говорить о творческих амбициях и потенциале человека. Что он стремится к чему-то, он чего-то хочет, он мечтает о чем-то. Это мечты о будущем, потому как, так как эти кубки, они в таком как бы в тумане, как бы в облаке, да, это значит, что их нет. Это ему кажется. Помните, как я всегда сравниваю это, как то ли 12 стульев, да, по-моему, 12 стульев с Мироновым. Там возникал такой титр, как в немом кино, да, и моргал. Это ему кажется, да, там, где представление шло в такую, в условную сферу, да, то есть, да, ему кажется, ему мечтается о чем-то, но тем не менее это мечты о чем-то будущем. Если вы выберете для себя правильную мечту, да, строй свою мечту, иди за своей мечтой. Это достаточно известная тема, которая для креативности крайне полезна. И карта показывает, что человек умеет придумать многое. У него работает фантазия, он креативен. Если вам нужна конкретика уже сейчас, то скорее это, ну, не очень позитивная карта будет для вас, потому как тут скорее карта говорит о том, что человек, ну, он что-то придумывает, он фантазирует, ему бы хотелось и того, и того, и того. А тут нужно все-таки выбирать. Поэтому как негатив, да, это идет мечтательность, да, это идет иллюзорность. Но не потому, что человек такой вот он ленивый, он просто креативный. Для людей ученых, для людей конкретных, для людей, скажем так, прагматичных, такое ощущение может быть негативным. Да? Что ты тут выдумываешь, что ты тут креативничаешь? Вот тут есть нормальная работа, иди работай.
сказано в ЗАГС, значит в ЗАГС, да, что ты там как бы мечтаешь? Надо тут детей рожать и поднимать эту популяцию, да, народонаселения, а вы тут там все придумываете, какие-то проекты экологические и прочее. Добрый день. Роман, слышала такую версию трактовки карты 7 кубков. Это 7 смертных грехов. Это видение конкретного таролога или это есть какой-то смысл в этом? Это видение конкретного таролога. 7 кубков и 7 смертных грехов, скажем так, связывает их только цифра 7. На самом деле и так, и там, да, смертных-то грехов, их-то гораздо больше, чем 7. Просто 7 считается 7 главных смертных грехов. Вообще цифра 7 говорит о том, что на самом деле их много. Мы перечислим только 7, да, скажем так, чтобы не мучить. Все равно человек больше 7 вряд ли запомнит. Вот. В основном примерно так. Не обязательно это грехи, да. Определенную греховность у нас с вами как бы изображает только вот этот самый как бы змей, да, тот самый змей. То есть какие-то такие телесные, низшие желания, да. Слава, ну, опять же, зачем она? Богатство, опять же, зачем оно? Ну и власть, опять же, зачем она? Если вы все это делаете и в благих целях, да, то ничего плохого ни в богатстве, ни во власти, ни в славе нет. Если вы потом этим всем делитесь с другими людьми, помогаете людям, то как бы ничего плохого нет. Как и в скальпеле нет ничего плохого, хотя оно тоже острое и режущее. Понимаете? Может быть оружие. Что, в общем и целом, вряд ли, вряд ли. Лори спрашивает: добрый день, теперь эфиры днем, а как же теплый ламповый по вечерам пятницы? Вот сегодня и будет вечером теплый ламповый эфир. Да, просто я дозаписываю то, что у нас не получилось в среду записать, поэтому с утра. Я вообще, в принципе, думаю перевести такие вот эфиры. Рабочие эфиры я, возможно, перенесу на утро. Утром хорошо записывается у меня. Вот. Ну и, собственно, вечером по пятницам обязательно в пятницу теплый ламповый эфир. Наталья Виверка пишет: у меня в памяти смертных грехов 10. Это, наверное, потому что вы путаете смертный грех и заповедь. Заповедей было 10, да, которые Моисей принес с горы Синай, да, он принес скрижали с 10 заповедями, и там написано: не убий, не укради, и вообще, как бы, веди себя хорошо. Главное, мальчик, как говорится, чтобы ты хорошо учился. Вот, как-то так. Окей, окей. Лев пишет: Роман, ставлю 100 лайков. За это спасибо отдельно. Кстати, ставьте лайки. Этим вы поможете Ютубу понять, что эфир на самом деле нужный, толковый, полезный. Может быть, вы в самом деле так считаете. Если вы в самом деле так считаете, то как бы я думаю, что в таком случае это видео заслуживает лайка однозначно, раз вы так считаете. Лев пишет: посмотрю записи, сейчас нужно работать. Понимаю, да, поэтому мы уже, собственно, заканчиваем. И на этом, скажем так, на этом мы с вами... Напомню, что у нас следующий эфир будет по восьмеркам на следующей неделе. Так что, если вы вдруг почему-то не подписаны еще на этот замечательный, самый лучший в мире канал от Таро, то подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну и вот это вот все, вы сами знаете, что нужно делать. Все, рад был вас всех видеть. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.